Первый год жизни в Дании я попал в ДТП на велике. В итоге оказался виноват и даже попал на деньги. Вот как это было. Дания– это страна велосипедов. Здесь это прям культурный феномен. На них катались и 20 лет назад, и 40 лет назад, и даже 100 лет назад. Страна маленькая, плоская, города тоже маленькие, и еще гор нет. Поэтому кататься в кайф и велосипед есть у каждого. Вот этот прибор определяет количество проехавших велосипедов. За сегодняшнее утро проехало 2386, 87, 88 велосипедов. Приезжаю я в Данию. Я решил, что мне тоже нужен велосипед. Мне сказали, иди на полицейский аукцион. Это когда полиция находит брошенные и краденые велосипеды, а потом их продает, если не находит хозяев. Все как в фильмах. Полный зал людей, люди поднимают таблички со ставками, конкурируют за все брошенные велосипеды и так далее. Я сидел и под конец дня урвал себе вполне рабочий, хорошечный велик Decathlon за 3000 рублей. В общем, я начал на нем ездить. Лютый кайф. Когда я еду до работы, я сначала еду через дворы, а потом через большую парковку, а дальше по дороге. Во дворах везде кусты, машина видно так себе. И со временем этот маршрут стал рутиной. Я пролетал по дворам просто как настоящий спортсмен на велосипеде, типа велогонщик. А потом у меня сломались передние тормоза. Но я же русский человек, зачем они мне? Едем дальше. Затем стали плохо работать задние тормоза. И так сойдет, подумал я. А потом наступает день X. Я, как обычно, лечу через двор. Из кустов появляется машина, явно быстрее положенного. Я торможу, но не успеваю, влетаю ей прямо в бок. Хуяк. Встаю. Смотрю, велик погнут, штаны разорваны, кровь. Из машины выходит датчанин, а за ним его жена и дочь. Спрашивают меня, все ли хорошо. Я немного симулирую, отвечаю, что вроде норм. Потом смотрю, а на крыле их старенького Volvo вмятина размером с футбольный мяч. Ну, пиздец, приплыли. Я им говорю, блин, сори, что помял ваш автомобиль. Что будем делать? Не знаю, что ты предлагаешь? Давайте оставлю вам свой номер телефона. Тут промелькнула мысль оставить фейковый номер телефона, но я не хочу косплеить своих польских друзей, поэтому решил сделать все честно. Потом мужик меня спрашивает, у тебя есть страховка? А у меня страховки никогда в жизни не было. Нет, я бедный студент, ничего нету. У меня есть страховка, посмотрим. Я такой думаю, ага, буду прикидываться бедненьким, может быть сработает. Рассказываю историю датчанам, своим друзьям, корешам. Они говорят, чувак, да вообще расслабься. Закон на стороне велосипедистов всегда. Велосипедист, царь и бог. Я такой думаю, ну да, вполне логично, окей. Дания ведь страна велосипедистов. И расслабился. Через неделю звонок с незнакомого номера. Привет, это я, водитель Volvo. Я починил крыло, это будет стоить тебе 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Я охуел. 50к за вонючее крыло? Он меня точно наебывает. Полез на Авито смотреть, сколько крылья стоит в России. Смотрю, и везде 8 и 9 тысяч. Ну, плюс еще сервис. Отвечаю этому мужику, мне надо проконсультироваться. А он такой, давай быстрее, а то в суд пойду. В общем, я пообщался с коллегами по универу, с кафедры дорожной безопасности, кстати. Даже к юристам сходил. Они мне говорят, ты не спешился, когда во дворе был, а значит виноват. В итоге я заплатил. Тормоза починил, езжу быстро, но аккуратно. Зорко смотрю по сторонам. А стереотип, что велосипедист царь и бог в Дании, не сработал.